Приветствую зрителей канала Алекс Моторный. В этом видео мы побываем на улице Свет Шахтера в городе Харькове, названной в честь одноименного завода, расположенного на этой же улице. Недавно здесь завершили реконструкцию пешеходного моста, который проходит через реку Лопань и соединяет улицу Конторскую и улицу Свет Шахтера. В конце данного видеоролика, если вы досмотрите его до конца, мы вернемся снова на это место, чтобы посмотреть на Карповский родник, который находится совсем рядом с улицей Свет Шахтера. Как выглядит знаменитый Карповский родник в наши дни, смотрите в конце видео. А пока пройдемся по улице Свет Шахтера и посмотрим, что есть интересного на ней. Длина улицы Свет Шахтера примерно чуть более километра. Административно расположена в Новобаварском районе города Харькова, а исторический район Москалевка. Основана улица в 19 веке, первоначальное название улица Газовая. Между концом улицы Газовой и руслом реки Лопань находился газовый завод. Его постройка началась 10 мая 1869 года Обществом водоснабжения и освещения, а запущен был этот завод 24 декабря 1871 года. В 1915 году газовый завод перешел во владение города. Именем этого завода улица была названа Газовой. Любопытно, что до революции номера домов на этой улице, в отличие от всех и параллельных, шла не от Москалевки на запад, а наоборот на восток с запада. В 1891 году купец первой гильдии Николай Николаевич Сериков на своем дворовом месте на улице Газовой устроил паровую мельницу с локомотивом. В 1893 году он получил разрешение на устройство машиностроительного завода по этой улице. В 1912 году по улице Газовой 4 числится котельный завод горного инженера фон Дитмара. В 1913 году он здесь же строит заводскую контору и делает пристройки к чугунолитейному, токарному и кузнечным цехам. А в 1915 году фон Дитмар строит каменные здания для слесарно-сборочного, литейного, модельного и котельных цехов своего машиностроительного завода. Наблюдение за этой постройкой ведет инженер-технолог Чуб. В 1917 году контора Харьковского машиностроительного завода фон Дитмара находится на Газовой улице 4, ныне это улица Свет Шахтера 4. В 1923 году этот завод получил наименование Свет Шахтера, так как изготавливал специальные лампы для шахтеров. В 1928 году он стал выпускать в 35 раз больше продукции, чем в 1913. Этот завод играл и продолжает играть главенствующую роль в развитии всего района. Завод владеет парком культуры и отдыха Свет Шахтера, другое более известное название Карповский сад. Также заводом было построено много больших жилых домов в районе Москалевки. Совсем рядом с улицей Свет Шахтера в Степном переулке после войны был построен Дом культуры завода Свет Шахтера, ставший крупным культурным центром всего района Москалевки. А это бывший гастроном, который в наше время заброшен и не используется по назначению.
На углу улиц Свет Шахтера и Гостиной находится дворовое место, которое принадлежало купцу Кореневу, а затем его вдове Екатерине Геннадьевне. Сами Кореневы жили на углу Мироносецкой и Сорокинского переулка, ныне улица Гиршмана. Екатерина Геннадьевна была попечительницей детского приюта. В 1950-х годах она, тогда уже вдова, строит на своем участке по Гостиной 16 существующее ныне здание, которое перед вами, предположительно для какого-то сложного училища, архитектор неизвестен. В 1925 году здесь была 51-я школа соцвоса. В предвоенные годы в этом здании располагалась средняя школа номер 97, а в 1972 году здесь был открыт Дворец пионеров Октябрьского района. Ныне это центр детского и юношеского творчества Новобаварского района. Заканчивается наша прогулка по улице Свет Шахтера выходом на улицу Москалевскую. Ну а мы возвращаемся на то место, откуда мы начали наше сегодняшнее видео, как я и обещал, чтобы посетить Карповский родник. Вот и Карповский родник, второй по значимости источник питьевой воды, который располагался на земельной даче дворянского рода Квиток. В конце 18 столетия они заложили сад, который в Харькове известен как Карповский. Но на самом деле купцы Карповы купили его только в конце 1820-х у брата писателя Квитки Основьяненко Андрея Федоровича Квитки. Известная всем до наших дней Карповская криница еще на 1823 год называлась Криницей Квиток. Здесь также водовозы брали питьевую воду. Довольно популярен родник среди местных жителей. Хотя по заверениям санврачей пить из него воду не рекомендуется, только после кипячения. Других родников рядом нет, поэтому воду с Карповского родника пьют и набирают в больших объемах. Дорогие друзья, я благодарен вам за сегодняшнюю прогулку по улице Свет Шахтера. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!